Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео уделим внимание народным приметам на 4 декабря. Поговорим о великом церковном празднике, который отмечается в этот день. Уделим внимание народному календарю, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать 4 декабря. Друзья, далее все более подробно. Итак, в этот день, 4 декабря, Православная Церковь отмечает только один праздник, и который является последним в текущем году, 12-м введения во храм Пресвятой Богородицы. Следующим 12-м является Рождество Христово, которое все мы с вами отмечать будем 7 января. Итак, друзья, 4 декабря мы отмечаем с вами церковный большой праздник, который называется Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третья Пречистая. Праздник основан на том, что родители Марии, святая Анна и святой Иоаким, обещали посвятить своего ребенка Богу. Когда девочке исполнилось 3 года, ее привели в Иерусалимский храм. Здесь она и жила до своего обручения с праведным Иосифом. В православной церкви праздник относят к числу 12-х, то есть 12 важнейших после Пасхи праздников православия. Считается, что перед зачатием Марии, ее матери, явился ангел, который сообщил о предстоящей беременности. Тогда святая Анна, которая долгие годы страдала бесплодием, пообещала ангелу, что отдаст ребенка на служение Господу Богу. Когда Марии исполнилось 3 года, родители решили выполнить обещание. Они поставили девочку на первую ступеньку храма Господня, и она бегом поднялась на 15-ю ступеньку, не оборачиваясь и не зовя родителей, как обычно делали другие дети. И этот факт всех удивил и изумил. Затем первосвященник по Божьему указанию вел Марию в святая святых, самое сокровенное место храма, где сохранились скрижали завета. В это место входил раз в год только первосвященник, принося с собой очистительную кровь. Поэтому присутствующие люди дивились произошедшему событию. С этих пор только раз в год, 4 декабря, Мария могла посещать это святое место. В храме девочка прожила до 12 лет. Тогда, по указанию ангела, были устроены смотрины женихов для нее, во время которых по чудесно расцветшему посуху Мария выбрала в мужья Иосифа. Введение во храм Пресвятой Богородицы означает духовное рождение Марии. По значимости события и его торжественности 12-й праздник сравнивают с Рождеством Христовым. Согласно Священным Писаниям, отмечать его начали на заре христианства. Первая церковь, посвященная введению во храм Пресвятой Богородицы, была построена по указу равноапостольной императрицы Елены, матери византийского императора Константина. К началу IX столетия праздник введения во храм Пресвятой Богородицы отмечался на Руси уже повсеместно. 4 декабря в церковный праздник каждый православный при посещении храма читает молитвы перед иконой Богородицы о благополучии и здоровье. Считается, что народные приметы в этот день сбываются, а молитвы доходят до Бога. Но чтобы помолиться Пресвятой Деве Марии, не обязательно идти в церковь. Это можно сделать дома. Важно, чтобы ваша молитва была искренней. В этот день у нее можно просить счастья, удачи, здоровья, но также и не забывайте попросить прощения и покаяться. Читать молитву нужно медленно, можно не один раз в день. Эффективна в этот день молитва перед иконой введения во храм. Она есть во всех церквях, ее можно приобрести и поместить в домашний иконостас. Народные приметы говорят нам о том, что чтение молитв принесет покой душе, помогает избавиться даже от проблем и трудностей. И, конечно же, обязательно в светлый праздник 4 декабря прочитайте благодарственную молитву Святой Богородицы.
4 декабря в православных храмах пройдут торжественные богослужения, посвященные введению во храм Пресвятой Богородицы. Молебны, которые прозвучат в честь Девы Марии, завершат череду 12 православных праздников, посвященных одному из самых важных событий в земной жизни Богоматери. И вы знаете, введение в календарном цикле нашего народа замыкает осенний сезон праздников и открывает зимний. На Руси люди связывали этот праздник с бытовыми и повседневными печалями и радостями. В эту пору зима уже вступала в свои права, и ее приход праздновали, устраивая тем самым зимние игры на свежем воздухе. Катались на санях, играли в снежки или пели снежных баб. День введения во храм Пресвятой Богородицы также наши предки называли как праздник молодой семьи, ворота зимы или введения. Ну а в народе этот день начали называть введением. Такое название связывали не только с личностью Богородицы, но и с наступлением настоящей зимы. С этого дня у крестьян начинались торги, введенские ярмарки. Активно продавали сани и осуществляли пробные выезды на этом зимнем виде транспорта. Первые торги сани проводились в Москве на Лубянке. Здесь именно были расположены лубянные и санные ряды. Тут можно было приобрести дорогие галицкие сани, украшенные позолотой. Конечно же, сейчас нет саней и мало кто их использует, но если все-таки вам придется покататься на санях, обязательно сделайте это. Действо достаточно интересное и завораживающее. Ну а молодежь принимала сегодня участие в зимних гуляниях. Парни и девушки садились в специальные расписные сани, в которые запрягали мужчину, подпоясанного кушаком. Девушки на введение наряжались в самые лучшие наряды. Верили, что в этот день сама зима приезжает на санях. Она дышит на стекла, за счет чего на них образуются вычурные узоры. Начало зимы обычно не обходилось без оттепелей, после которых опять следовало похолодание. В результате этого дороги то раскисали, то замерзали, но это совсем не мешало пробным санным выездам. И начиная с введения до самого Благовещения, напоминаю, Благовещение мы отмечаем с вами 7 апреля, нельзя было копать землю. Считается, что все это время земля отдыхает, набирается сил перед весной и летом. Тот, кто нарушит данный запрет, может поплатиться скудным урожаем. Конечно же, друзья, у нас с вами продолжается рождественский пост. Нельзя есть пищу животного происхождения, однако из-за того, что все-таки 4 декабря отмечается 12-й праздник, существуют определенные послабления и разрешения. В этот день постящимся можно употреблять горячую растительную пищу с растительным маслом, а также рыбу и вино. Ну а чтобы холод в следующем году не уложил с болезнью в постель, хозяин дома 4 декабря должен был поприветствовать братьев Морозов. Он топил так печь, чтобы в доме было очень жарко. Девушки введения тайно освещали воду в храме и давали ее выпить понравившемуся молодому человеку. Считалось, что эта вода приворотная, а благодаря ей парень обязательно влюбится в ту, которая даст ему непростую водицу. Существовало поверье, что 4 декабря нечисть становится намного сильнее, поэтому может принести вред как людям, так и животным. Для защиты от нее нужно было начертить на дверях домов и хлевов кресты, а также обмазать их растолченным чесноком. Дверь посыпать маковыми зернышками, а после обкурить зельем, чтобы скот мог противостоять влиянию нечистой силы. Животных обязательно сытно кормили. Обряды и ритуалы наведения во храм Пресвятой Богородицы часто были связаны с торговлей и с деньгами, но прежде чем их проводить, необходимо в течение 3 дней держать было строгий пост. Итак, мы вам предлагаем провести денежный ритуал в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Итак, возьмите бумажную купюру достоинством кратную 5.
Разменяйте ее на монеты, которые за 3 дня до праздника спрячьте за икону. И 4 декабря выньте их и положите на стол, на котором стоит иконка с изображением Девы Марии. Зажгите церковную свечу и скажите, глядя на нее, такие слова: «Матерь Божья в храм вошла, ничего не боялась. Так и мои дела будут делаться, твориться, денежка к денежке крепиться. Ничего не боюсь, Божьей силой заручусь. Деньги собрать в жменю и поднести к пламеню. После необходимо их убрать в белый холщовый мешочек, который зашить и положить рядом с другими денежками или где вы торгуете». Конечно же, наши предки в этот день особое внимание уделяли народным приметам, связанным с погодой, потому что для них было очень важно знать, а что же их ожидает и какой в следующем году будет урожай. Итак, если снег выпал 4 декабря, знаете, он может пролежать до самой весны. Если снег выпал на введение и не растаял до тепла, то будет хороший урожай. Но если в этот день выпало много снега, зима будет снежной и морозной. Хорошо, если 4 декабря морозный и солнечный день, значит зима будет мягкая и даже относительно теплая. Пасмурная и теплая погода на введение к неурожаю. Если в этот день наступила настоящая зима, то ждите богатого урожая. Ну а если в эту дату на улице сильный мороз, то лето будет жарким, засушливым, а в ближайшие дни будет стужа. И издалека слышно колокольный звон к похолоданию. Если колокольный звон глухой, то надвигается снегопад. 4 декабря именины отмечают Павел, Алексей, Владимир, Николай и Ада. Человек, рожденный 4 декабря по знаку зодиака Стрелец. Эти люди являются баловнями судьбы, ведь небесные покровители всегда проявляют к ним щедрость. В качестве талисмана им подходит алмаз. Этот камень способен исцелить не только тело, но и душу. Его ношение может избавить владельца от депрессии, фобий, неврозов и нервных срывов. Добропорядочному человеку алмаз подарит мудрость и духовную силу. Сны в ночь с 3 на 4 декабря у многих могут быть тяжелыми. К этому надо быть готовым и не переживать, если вдруг приснится какой-то кошмар. Сновидение этих суток нужно по возможности проанализировать и понять, а что же вам хочет сказать подсознание, какие обнажает перед вами проблемы, о которых вы не думаете, но с которыми вам нужно, возможно, побороться. Самостоятельно трактовать видение этой ночи можно только в нескольких случаях. Также обращаем ваше внимание, что если вам с 3 на 4 декабря приснится падение, причем если вы его не увидите, а скорее почувствуете, это будет сигнал к тому, что пора обратить внимание на реализацию ваших профессиональных качеств. Возможно, они недооценены, и пора выправлять свою карьеру. Что же можно делать 4 декабря в этот великий праздник? Девочки и мальчики, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы считается удачным для начала сложных дел, обмена или продажи чего-либо. В старину, когда в провинциальных городках и селах главным средством передвижения были сани, мужчинам полагалось проверить их, чтобы не застрять в дороге. Считалось, что зима, которая в этот день объезжает огромную вотчину, может внезапно пожелать заменить свой транспорт на другой. Конечно же, перед праздником хозяйки проводили в порядок жилье, чтобы встретить праздник в комфорте и уюте. Отмывали посуду, стирали белье, чтобы поменять на свежее, и даже выбрасывали ненужную мебель. Также сложите обязательно все вещи в шкафу, в кладовках, а также вымойте холодильник, чтобы порадовать духа, который любит порядок в доме. И домовой обязательно оценит усилия хозяев и вознаградит их доброй службой. Теперь давайте поговорим о том, от чего же нельзя делать 4 декабря в праздник введения в храм Пресвятой Богородицы. Вы знаете, в этот день нельзя устраивать пышные застолья. Считается, что сегодняшнее пиршество может перерасти в большие семейные неприятности. Запрещается копать землю лопатой, поскольку земля отдыхает и набирается сил. Считается, что тот, кто нарушит данный запрет, поплатится за это в следующем году плохим урожаем.
Также 4 декабря нельзя давать деньги в долг, иначе деньги не скоро вам вернут. Есть вероятность, что для их возвращения придется приложить упорство или даже физическую силу, что чревато серьезной ссорой с должником. Поэтому при невозможности отказать в займе надо вечером съесть вареное яйцо, тогда можно будет избежать серьезных проблем по возврату финансов. Также сегодня не рекомендуется кричать и ругать животинку. Можно иначе ее потерять навсегда. Лучше к ней проявить ласку и внимание, тогда зима пройдет спокойно и без проблем. Ни в коем случае нельзя 4 декабря вести разговоры о ведьмах, нечисти или других темных силах. Этим можно навлечь на себя беды, горести и нищету. Кроме того, перестанет вести в карьере и в любви. Лучше сразу пресечь такую беседу, попросив собеседника перевести тему разговора на другую, или прекратить общение и отойти от человека, который вспомнил нечисть в этот день. Вот такой, друзья, у нас с вами день 4 декабря. Мы всех поздравляем с великим праздником введения во храм Пресвятой Богородицы. Желаем всего самого-самого наилучшего. Будьте здоровы, берегите себя. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, друзья, на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся уже с вами буквально в следующем видео.